Привет-привет, с вами Алена и работа нашего мастера Елена. Я сейчас подробно расскажу, что же у нас такое произошло. Конечно, ситуация эта достаточно сложная, не советую браться за такое, если точно не знаете, что сможете решить такой вопрос. И еще раз повторяю, видео не является обучающим контентом, а просто демонстрацией нашей работы в салоне. Итак, обратилась к нам девушка, школьница, обратилась она к нам 7 апреля. И весь процесс, который вы увидите, у нас занял время с 7 по 24 апреля. Очень подробно по поводу гипертонических ванночек и всякой вот этой интересной умной штуки я напишу в описании. А тут хочу рассказать историю этой девочки. Она учится в школе и уже однажды имела опыт общения с хирургом. Однажды хирург на другой ноге сделал ей удаление вырастающей части ногтя, и у нее, конечно, от этого остались не очень приятные впечатления. Она нам даже оставила очень длинный отзыв, в котором написала, что хирург делал все очень грубо и болезненно и сделал укол прямо в гной. Ну, то есть, представьте, да, ребенок, условно говоря, да, подросток, которому просто вкалывают в живое мясо укол, который должен обезболить. У нее, естественно, там уже ничего ей больше после этого не нужно. Какое нафиг обезболивание, да, как говорится. Вот, в общем, остались у нее неприятные ощущения. Конечно, было не такое воспаление, как сейчас здесь на нашем видео, но тем не менее, вроде как ситуация там более-менее решилась в итоге, но впечатление не очень. Ну и мы все знаем, какие же бывают ногти после хирургического удаления. То есть иногда, у меня есть, кстати, такое видео, я ссылочку оставлю, иногда бывает так, что потом 2 ногтя растут, а то и 3 в разные стороны. В общем, приятного здесь мало. Ну, а девочка обратилась к нам с жалобой на воспаление, то есть невозможно ходить, ничего невозможно делать, и мы решили взять ее. Лена приняла ее 7 апреля первый раз, и у нее было сильное воспаление в области бокового валика. Это видно очень хорошо по видео. То есть там были и гнойные какие-то выделения, и плюс образование, которое, между нами зовется гранулемы. То есть это что-то типа опухоли, но, естественно, не злокачественное и даже не доброкачественное. То есть это, вот так себя ведет организм в таких вот ситуациях, когда сильное воспаление, и, конечно, потом это все уйдет, и не останется и следа от этой самой гранулемы, все будет хорошо. Изначально она накладывала мазь левомиколь, и потом мы поняли, что организм уже к этой мази привык. То есть мы сделали промывку, прочистку, порекомендовали мазь, она ее накладывала, делала самостоятельно там бонаду, гипертонические ванночки. И этот рецепт я обязательно напишу прямо под видео. И в итоге мы поняли, что уже левомиколь и левосин не срабатывает, поэтому был назначен бетадин. Надо сказать, что девушка попалась, пришла, между прочим, сама очень ответственная, но, видимо, после того, как она настрадалась после хирурга, она уже решила, что подойдет, смотрите, какой кусок, да, это вот там было. Она подойдет теперь к вопросу очень-очень серьезно и будет выполнять все рекомендации. Поэтому ванночки, тампонада, бетадин, все выполнялось прям точь-в-точь как надо. И дальше вы уже увидите результат после того, как она подсушила ранку свою, то есть после того, как мы убрали вот этот кусочек ногтя, уже будет совершенно другой вид, но это будет чуть-чуть попозже. И что я хочу сказать? Мне, безусловно, бесконечно жаль, что так вышло с хирургом, что попался, не побоюсь этого слова, мясник, потому что, колоть обезболивающее прям в живую рану девочки, которая напугана, ничего ей не объяснив, это не совсем правильно, на мой взгляд. Все-таки нужно быть нежнее, но и хирургов я могу понять в этой ситуации, они совсем другие вопросы решают. Для них наша ногтевая вот эта мышиная возня не значит ровным счетом ничего. Кстати говоря, промываем мы перекисью, а точнее разъединяем ткани. И да, здесь много красной субстанции, которую я вслух называть не буду, на всякий случай, чтобы наш милый друг YouTube на нас не обиделся. Вот. И хирурги, к сожалению, иногда относятся к этому, не очень серьезно, потому что для них вообще диагноз вросшего ногтя считается снятым, как только они сделали вот это вот иссечение, как только они кусь отрезали туда, внутрь, в зону ростковую, это считается, все прошло. То есть они почему-то не интересуются, а почему же начал вырастать ноготь, а как до такого дошло, да, а что же сделать, чтобы, в следующий раз такого не было. Как-то
Я считаю, надо внимательнее, но опять-таки их могу понять, потому что это может быть не их специфика работы. И по большому счету, вот этой вот вроде как бесполезной фигней, как многим кажется, занимаемся только мы, да, мастера педикюра, подологи, да, там мастера с подлогическим уклоном и так далее. Но еще очень важный момент. Вот, кстати говоря, сейчас видно вот это самое образование, вот это вот красную кучку желеобразную, вот это та самая гранулема, так называемая. Вот, и что хотела сказать по поводу инструментов, да, я вас умоляю, если вдруг вы все-таки нашли в себе силы или там прошли курсы и точно знаете, как это делать, пожалуйста, очень внимательно. Здесь очень важна обработка инструментов, потому что, ну, фактически здесь все на открытом мясе, да, у нас происходит это действие и, конечно, много красной субстанции. Эта ответственность лежит целиком полностью на вас, то есть каждый мастер должен за это отвечать и думать об этом, потому что если, не дай бог, вдруг чего, то вам с этим как бы жить. Может быть, недолго, конечно, да, может, вас сразу поймают. Были такие случаи, да, сейчас все вспомнят, наверное, Елену Дзык. Меня очень забавляло, когда на первых порах, когда я стала выкладывать вот эту всю жесть, мне стали писать, типа, что вы повторяете за Еленой Дзык. Я говорю, мы не повторяем за Еленой Дзык, мы совершенно другие вещи делаем. Дзык, на секундочку, удаляла полностью ногти, то есть она ногтевую пластину полностью вырезала, я не знаю, как ее выковыривала, выдирала, то есть так, что ногти почему-то оставались, точнее, пальцы оставались без ногтей, и это в ее голове было решением проблемы. Ну да ладно, бог с ней. Говорят, что ее уже догнали, и все, что нужно, с ней сделали. Хотя, по-моему, видео на ютубе до сих пор выходит. Если вы видели... И, кстати, вообще, если кто-то знает, как там эта ситуация разрешилась с Дзык, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне интересно почитать, а вот времени сидеть это все смотреть, к сожалению, нет. Поэтому, если дадите дополнительную информацию, я буду вам очень признательна. Но тем временем мы уже заканчиваем нашу первую процедуру. Все, что могли, мы отсоединили, промыли и достали. Уже после первого раза клиент чувствует существенное облегчение, то есть уже не так больно, и воспаление будет сходить на нет. Конечно, при условии, что она будет выполнять все рекомендации, а она их точно выполняет, потому что 24 апреля все было уже совсем-совсем по-другому. И вот ее следующий визит. Хочу заметить то, что, естественно, мы постоянно просим клиентов о фотоотчете, то есть они скидывают, рассказывают свое состояние, то есть если вдруг что-то где-то не так, то мы сразу же вызываем их, приглашаем на процедуру, чтобы не было никаких неприятных последствий. И вот здесь вы наблюдаете тампонаду, девочка пришла со своей уже тампонадой, которую она самостоятельно устанавливала, тоже видите уровень ответственности человек, подошел к этому серьезно, понял, как это все устанавливать, и принес нам. Вот какая прелесть. То есть уже видно, что нет такого сильного воспаления. Ну, чуть-чуть осталось, конечно, но по сравнению с первым разом здесь уже просто все прям-таки замечательно. И работу мы не ускоряем, потому что я хочу показать, что это делается все очень аккуратно и очень-очень нежно. Конечно, мы меньше всего хотим, чтобы клиенту было больно или где-то неприятно. Обратите внимание, что гранулема, так сказать, отступает. Уже все очень даже хорошо. И дальше уже будет назначаться фукарцин. То есть фукарцин — это такой препарат, который будет подсушивать. Подробную инструкцию я также оставлю под видео. Фукарцин применяется клиентам дома самостоятельно. На тампонаду будет капать такая ярко-ярко-розовая жидкость. Я думаю, что вы несколько раз уже видели у меня видео, когда ногти розоватого оттенка или кожа по бокам. Ну, так это тот самый фукарцин, которым капают. Ну, правда, иногда бывает капают самостоятельно, без наших рекомендаций, и тогда это может быть не совсем уместно, потому что фукарцин уже наносится, когда воспаление все позади, и когда нет никаких вросших частей. То есть сейчас мы уже просто будем сушить и успокаивать все эти ткани вокруг. Ну а дальше уже нас будет ждать и коррекционная система, и все 33 удовольствия. Но насчет АКС на самом деле мы посмотрим, потому что надо сначала вывести эти углы, дождаться полного заживления, и там будем смотреть. Может быть, там вообще все нормально, и просто нужно правильно подобрать обувь и носочки, и будет всем счастье. Ну вот, а пока у нас такой вид, и это уже следующий ее визит, уже получается третий. Как раз таки мы видим остатки вот этого самого фукарцина. Обратите внимание на большой пальчик, на нем есть вмятина, и я думаю, что это говорит нам либо о носочках неправильных, либо об обуви, потому что, конечно, такого быть не должно. И вот видите, розовые такие пазухи, это вот он самый, тот самый фукарцин. Но надо сказать, что она молодец, справилась очень хорошо. Все
все выглядит просто прекрасно, тенденция восхитительная. Посмотрите на боковой валик, там, где была вот эта вот стражная штуковина, там сейчас практически ничего не осталось, уже все очень даже приличненько. Вот мы снова извлекаем тампонаду, но видим, что ноготь все-таки подкручивается, уходит далеко в валик, поэтому, скорее всего, светит нам коррекционная система. Но это уже совсем другая история, это будет очень-очень сильно отдельно. Естественно, при таком состоянии ногтей, точнее валиков и вростов, мы не занимаемся никакими эстетическими педикюрами, и там ничего ровно не пилим и не стрижем, и никакую кутикулу не убираем. Это вообще дело десятое, как бы эстетика в такие моменты отходит на второй план. В общем, все у нас будет хорошо. Обязательно выложим продолжение этой истории. Да, вот Лена иссякает еще один кусочек. Я вас, наверное, попрошу, мне бы было очень интересно про опыт с хирургами послушать, точнее, почитать от вас, какие у вас были ситуации, было ли у кого-то неудачное удаление. Еще раз говорю, ссылочку на видео после удаления хирурга я тоже оставлю. У нас есть такое видео. Ну, а вам всем большое спасибо за просмотр. И не забудьте поставить лайк, подписаться, если не подписаны. И обязательно ваш комментарий по поводу удаления. Пока-пока!